Всех приветствую. Давайте запишем обновление обзора криптовалют и начнем, как всегда, с биткоина. Что у нас здесь видно? Здесь у нас по плану также прошел импульс в третьей волне, теперь коррекция на четвертую. Что я здесь ожидаю? Естественно, это движение наверх. Коррекция еще не закончилась, здесь прошел импульс вниз, а это говорит о том, что либо здесь будет треугольник с достижением потом пика волны 3, либо мы еще сходим наверх, обновим дно, и потом только достижение волны 3, пика волны 3. Пока прогноз по биткоину такой. Если мы не уйдем ниже, то уже сейчас можно рассчитать приблизительную зону, куда мы можем дойти в рамках данного движения. Можно нарисовать расчетную зону. Вот она, куда мы ожидаем цель волны 5 и волны 1, естественно, более старшего порядка. Далее у нас эфириум. По эфириуму, так, 4 часа включим. По эфириуму я жду снижения, но если посмотреть на характер движения, он здесь формирует треугольник. Идет поджатие к уровню. Уже в третий раз мы пришли и от него отбились. О чем это говорит? О том, что лучше здесь по-прежнему не торговать. Велика вероятность как и пойти вниз из треугольника, так и пробить уровень. Если мы пробьем уровень и хорошо закрепимся, протестировав его сверху, то уже можно рассматривать дальнейшие покупки и цели повыше. Если же такого не случится, мы пойдем вниз. Пока здесь вне рынка. Ripple хорошо у нас выстрелил. Здесь прогноз отработал. Мы достигли отмеченной зоны. Куда ждать его дальше? Если вы до сих пор в лонгах и не закрыли, то можно трейлинг стоп держать, то есть какая-то проторговка, вниз ставим стоп, здесь проторговка будет, вниз ставим стоп, и так тянуть стоп, потом по стопу вас выбьет и вы зафиксируете свою прибыль. Если же вы вне позиции, то сейчас входить, не знаю, если только на откате хорошем. Давайте посмотрим поближе структуру движения. Здесь у нас уже дивер, что говорит о том, что как минимум мы скорректируемся в этот район. Так, давайте нарисую свой прогноз. Как минимум мы сходим к этому уровню, от которого возможно наверх. Также зона актуальна. Какой формой мы туда придем, это уже вопрос другой. Так, давайте глянем Dash. Dash здесь все по плану. В принципе, как и нарисовал, здесь обновлять нечего. Здесь можем сходить пониже и наверх, дальше в третью волну. Пока объемов нет, пока идет коррекция. Трон. Трон, если можно так сказать, прогноз отработал. Ожидал его наверх, он сходил наверх. Я тут сколько закрыл? Я где-то закрыл вот на этих хаях 18%. А он сходил 45%. Куда сейчас ожидать трон? Сложно сказать, это был просто памп и дамп. Здесь засадили людей на объемах, кто-то же здесь покупал, кому-то же здесь продавали, кто-то зафиксировал прибыль, а кто-то остался здесь сидеть в покупках. Я бы пока в трон не входил, потому что, возможно, мы еще сходим вниз, высаживая всех этих пассажиров, которые залетели на хаях. Сейчас идет коррекция. По лайткоину тоже прогноз пока идет красиво. Импульс прошел, корректируемся. Стоп вот на этой линии. Давайте нарисую стоп. Вот это мы не должны пробивать, иначе прогноз отменяется. Что у нас на часовиках? На часовиках также прошел импульс вниз. Я ожидаю с обновлением дна поход наверх. Так, биткоин кэш давайте посмотрим, давно не смотрели. Здесь у нас тоже очень много уровней здесь нарисовано. Прошел неплохой объем движения, похоже на заходной импульс. Видим дивергенцию в лонг. А это значит, что здесь также можно рассматривать покупки на дальнейшее движение наверх. Стоп, естественно, за основание, чуть ниже. Что мы еще посмотрим? Давайте Waves глянем. Waves, вот мой прошлый прогноз. Идем мы пока по прогнозу в виде треугольника. То есть как раз движение повторяет треугольник. Куда мы из него выйдем?
Пока непонятно. Можно выйти как наверх, так и вниз. Давайте нарисую, что это может быть. Пока основной сценарий таков, что мы идем в треугольнике с дальнейшим пробитием наверх. Вот до этих хаев, до этого уровня. Давайте посмотрим Ethereum Classic. Ethereum Classic, в принципе, ничего не изменилось. Прошлый прогноз актуален. Прошел заходной, идет коррекция, после которого ожидается также движение наверх. Так, давно не смотрели Stellar. Смотрим, что у нас по Stellar. Прогноз был наверх, но после этого мы еще немного снизились вниз до уровня и отработали прогноз как надо до предыдущих хаев. Что сейчас делать? Раз, два, 3, 4, 5. Так, достигли ли мы расчетной зоны, если можно только померить? Расчетная зона у нас вот здесь. Но мы практически достигли. Вот ради вот этого движения, не знаю, ну, возможно, и будет еще раз движение наверх. Тот, кто здесь засел, вам будет возможность выйти. Сколько у нас здесь процентов? Ну, здесь хорошее движение ожидается, если пойдет наверх. Давайте посмотрим поближе. Но видно, что здесь, похоже, не завершен импульс. И мы еще раз сходим. Как раз-таки, наверное, должны добить. Мой прогноз. Еще сходим наверх, как минимум, вот сюда. В идеале в эту зону. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, что вы думаете о рынке криптовалют и пойдет ли цена выше. Всем счастливо, удачной торговли!